Да, у меня до сих пор подергивается немного глаз от перевода отечественного названия этой игры, и обзор на нее уже однажды снимал. Посмотреть можете его вот здесь. Но, честно скажу, вы не поверите, это другое. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня Ктулху Смерть может умереть, и это уже третий сезон этой игры. При этом интересно то, что если издатель Cool Mini or Not в Зомбициде пошел по пути создания дополнений к игре, которым требуется все та же самая база второго издания, то здесь немного по-другому. Во-первых, на GameFound уже прошел 5 и 6 сезон, у нас выходит только 3 и 4, и выходят они по другой системе. Первый сезон и второй сезон это была отдельная база, и к ней дополнения. Они были полностью с заменимыми компонентами, про которые я скажу немножко позже. И как бы все думали о том, что когда выйдет 3 и 4 сезон, будут еще два допчика, которым потребуется также база. Но все ошиблись, потому что третий сезон оказался полноценной базой. То есть, чтобы играть в эту коробку, вам не нужна предыдущая коробка и не нужны предыдущие сезоны, можете играть в нее абсолютно полностью. А вот четвертый сезон уже потребует наличия третьего или первой базы, для того, чтобы получить там кубики, жетончики, планшетики и так далее, и чтобы играть полноценно. При этом все 4 сезона, которые на данный момент выйдут на русском языке, а также 5 и 6, которые только выйдут на английском в ближайшее время когда-то, совместимы между собой, потому что каждый сценарий этой игры играется специфическим образом и собирается специфическим образом. В этой игре вы станете героями, которые будут отправляться в какое-то приключение в надежде остановить тайный ритуал, который проводят культисты для того, чтобы призвать одну из древних сущностей. В частности, в этой коробке у нас лежит Цатогуа и Азатот, и это два великих древних, которые разрушат наш мир, если ритуал будет завершен. Однако, в любом случае, Великий Древний вырвется наружу, и вам нужно будет его победить. Но, с другой стороны, вы не сможете сделать ему абсолютно ничего, если до этого вы не прервали ритуал. Поэтому ваша основная цель в игре изначально прервать ритуал, а потом успеть завалить Великого Древнего до того, как он стал слишком силен. Да, у игры есть таймер, и вам надо успеть в этот таймер. Ну, а как все это происходит на столе, давайте разбираться. Начнем с того, как происходит сборка сценария. Сборка сценария происходит из двух вещей. Первая вещь — это вы берете такую вот коробочку. Это коробочка с Великим Древним. В данном случае это Цатогуа. И вы берете одну из коробочек сценариев. Из этих коробочек из всех вы достаете все компоненты, которые необходимы. То есть в данном случае обычно вот в этой коробке у вас находятся карты врагов, карты Великого Древнего и часть карт колоды мифов. Она замешана здесь. Также у вас будут там специальные различные жетончики и сам Великий Древний, плюс его два монстра, которые используются только с ним. А зато у нас уже на стол выложен. А второй — это вот эта коробочка. И я не буду вскрывать ее конкретно, потому что в ней есть некоторые спойлеры. Но она есть у нас на игровом поле. Там у вас карты открытий. Там у вас также вторая часть колоды мифов. Там же у вас будут различные жетоны. И там же у вас будут картонные тайлики, которые вы будете использовать на игровом поле. Плюс там же будет лежать такая карточка, которая говорит, какие монстры у вас будут использоваться в этом конкретном сценарии. Монстров в игре гораздо больше, чем у вас используется в конкретном сценарии, потому что собирается планшет таким вот образом. Туда кладется карта Великого Древнего. Их 4 штуки. Первая — это фаза, когда он еще не прибыл на Землю. А вторая фаза, соответственно, когда он уже появился на Земле. Третья фаза, когда вы ему нанесли какое-то определенное количество ранений. Четвертая, соответственно, финальная, когда вы пытаетесь уже его добить. Дальше там лежит карточка с раскладкой сценария, вот такая вот. И она перекладывается на обратную сторону, когда вы только разложили себе игровое поле. Как видите, у нас поле соответствует тому, что нарисовано, поэтому мы кладем карточку сюда. Вот это. Также из коробки вашего босса, так сказать, вашего Великого Древнего. И там нарисовано, что у вас делают культисты, как они выглядят. Но обычно они такие стандартные культистики, 2 жизни и ничего не умеют. И второй — это монстр, который был из его коробочки. В данном случае у нас это танцоры Азатота. И также карточка монстров из сценария. Она говорит, что в этот раз у нас будут гасты, и в этот раз у нас будет неименуемая. Это вот такая вот тварь. На самой карточке сценария есть небольшое предисловие к сценарию тому, что происходит. Плюс они добавили еще больше текстика уже в саму книжку, потому что в книжке правил под каждый сценарий у вас есть дополнительно немножко такая лорная вставочка. И также на нем есть специальные правила сценария, в том числе те действия, которые вы будете дополнительно делать. Каждый свой ход ваш герой будет делать 3 действия. Эти действия могут быть вашими стандартными действиями, то есть походить, например, проатаковать или отдохнуть, например, если вы находитесь в зоне без монстров. Все это достаточно классические штуки для данжен-кроулеров или для игр приключений с тактической картой. Но также у вас будут специальные действия, которые у вас могут быть на картах, которые вы получите в ходе игры, на ваших, соответственно,
планшетах, потому что все персонажи разные, к этому я немножко вернусь позже. И плюс некоторые действия, которые связаны именно со сценарием, будут указаны на той карточке сценария, вот на той самой. И поэтому вы будете перемещаться по игровому полю, сражаться с монстрами, атаковать их, бить и пытаться выполнить то, что вам написано в сценарии. Давайте я немножко скажу, что происходит в первом сценарии. В первом сценарии проснулся призрак древней колдуньи, которая была осуждена и сожжена на костре вместе с другой женщиной, которая оказалась невиновна. Их духи до сих пор борются между собой в настоящем мире, и вам предстоит доказать невинность первого духа, чтобы он утащил за собой в небытие второго. Для этого вам нужно будет найти улики и склонить всех присяжных на свою сторону. Присяжные у нас отмечены такими специальными жетончиками, их нужно будет убеждать. Чем больше у вас будет карт улик, которые у вас будут прикреплены сюда и сюда к вашему планшетику, в тот момент, когда вы проходите специальный тест, который указан там, тем больше вероятность того, что этот жетончик перенесся на эту сторону, который говорит, что невиновна она, невиновна. И как только 4 жетона присяжных окажутся на городской площади вместе и будут такие вот перевернутые они, то произойдет срыв ритуала. Потому что культисты пользуются силами этих двух духов, высасывают их из них, для того, чтобы призвать великого древнего и наделить его силой. Как только, соответственно, призраки уйдут в небытие, у культистов ритуал сорвется, и вы сможете разбираться с самим великим древним. Ваши персонажи — это такая прикольная штука, их в игре очень много. Персонажей можно брать как из базы, так и из дополнений, так и из первой базы, и из второго сезона и так далее. У их планшетик выглядит вот так. Ну-ка, стандартная картинка. Стресс — это показатели вашей, скажем так, усталости. Вы за него можете в основном перебрасывать кубики. Это ваши жизни, а здесь ваши способности. У вас обычно есть 3 навыка. Первый навык всегда уникальный для персонажа. Ни у одного персонажа он никогда не будет повторяться. Все эти персонажи будут разные, и именно им они больше всего отличаются. Вторые 2 навыка могут у каких-то персонажей пересекаться. То есть, например, стрелок, марксман, да, может быть у 1, 2 или 3 персонажей. Вот, например, у меня Леон, он имеет этот навык. И вот Стелла, она тоже имеет этот навык. Но первый навык, он обычно уникальный и самый интересный. И как раз по нему обычно выбирают персонажей. Вот у моего, например, Леона, у него навык, который называется «Выпендрёж». И он будет бросать лишние кубики, если он находится в одной клетке со своими друзьями. То есть он типа перед ними выделывается и бросает лишние кубики для того, чтобы показать, насколько он крутой. И этот навык, когда растет, то он сможет делать это с большего расстояния. То есть, например, в середине игры он уже сможет делать это на расстоянии 2 клеток и показывать всем, какой он крутой, типа бросая лишние кубики. А вот доктор Питерс, на мой взгляд, у него очень клевая по механике эта способность, но очень спорная по тому, как ее писать. Потому что когда доктор Питерс добивает кого-то, он восстанавливает себе такое же количество жизни или усталости. Он их жрет, что ли? Я не знаю, как бы, но это как бы было бы странно, наверное, да? Хотя в мире Лавкрафта нет ничего настолько странного. И ваш еще один важный показатель – это ваше безумие. Безумие – это и ваша сила, и ваша слабость. Потому что, выбрасывая на кубиках особенные символы, вы будете продвигаться по вот этому треку безумия. И каждый раз, когда вы пересекаете вот такую клеточку, такую вот ячейку, вы сможете прокачивать себе один из навыков. В определенных ячейках вы также будете получать дополнительные кубики к броску, к каждому вашему броску, который вы делаете, то есть будете становиться сильнее. Но момент в том, что если вы добежите до этого трека до самого конца, то вы умерли. В целом это то же самое, что если ваши жизни закончились, вы также умерли. И если ритуал еще не был прерван, а кто-то из вашей группы умер, то вы все вместе проиграли. А вот после того, как ритуал прерван, уже можно спокойненько умирать, потому что половину дела вы сделали, а ваши друзья будут стараться добить великого древнего. Все атаки, все проверки и все, что происходит в этой игре, строится на обычной простой механике бросания кубов. То есть, если я хочу кого-то проатаковать, или, например, пройти какой-то тест, я всегда буду брать 3 кубика, черных именно, и на них есть грани успеха, на них есть грани специальные звездочки. Это грани, которые запускают некоторые эффекты на некоторых персонажах. То есть, например, у какого-то из персонажей может быть тайное ремесло, и у него тогда такие символы тоже будут являться успехами, а кто-то будет делать что-то другое на этих символах. И символы безумия. Безумие — это как раз то, что двигает вас сюда. Забавная штука в том, что вы бросаете как кубики за себя, так и когда вас атакуют, вы также бросаете кубики против себя. Если, например, меня будет атаковать культист, то я буду бросать против себя 2 вот этих кубика, и вот у меня будет 2 ранения, он мне нанес. И по этому же правилу вы также пользуетесь перебросами. То есть у вас есть показатель вашего стресса, и за 1 стресс вы всегда можете перебросить любой кубик. При этом, как когда вы атакуете, так и когда вас атакуют. Интересная вещь с тем, что символы безумия есть только на черных кубиках. И их количество вы никаким образом в игре себе никогда не увеличите. Но в ходе игры вы сможете добавлять себе зеленые кубики, и на них этого символа безумия нету, они полезные. Поэтому чем больше у вас зеленых кубиков, тем лучше. Чем по факту вы становитесь безумнее, тем у вас больше будет этих зеленых кубиков. Плюс вы будете получать эти кубики за разные навыки и за предметы. Чтобы понять, как мы получаем предметы, нужно немножечко пройтись по фазам хода. И фаза хода следующая. Сначала вы, как игрок, делаете свои 3 действия. Потом тянется карточка мифа.
И, как я уже сказал, она замешивается из двух типов карт. То есть они одинаковые по рубашкам, но там часть из них принадлежит Великому Древнему, а часть принадлежит сценарию. Соответственно, часть из них будет завязана с сюжетом сценария, и будут двигать там сценарных монстров, и будут делать что-то с теми жетонами, которые у вас на игровом поле. Или, например, если у вас в сценарии предусмотрен пожар, будут развивать этот пожар по домам и так далее. Но если, соответственно, вытянется карточка, связанная с Великим Древним, она будет двигать его монстров, она будет двигать культистов, и она также будет каким-то образом взаимодействовать с механикой этого самого злыдня. Механики у каждого злыдня свои, и они отличаются не только тем, как он призывает монстров на игровое поле, как он, соответственно, взаимодействует с вами и что он делает. Например, Цатога, вот этот, про который мы говорили, так называемый спящий, он будет накладывать на вас специальные жетоны, которые будут выкладываться вам вот в эти слоты. А это значит, что вы не сможете полечить их просто так. Он накладывает на вас усталость, и вы все больше и больше засыпаете. А потом эта сволочь имеет возможность быстрее пробуждаться, если кто-то очень сильно устал. То есть он вгоняет вас в сон, а за счет этого получает больше сил. Этот же товарищ за тот, он будет выкладывать такие вот специальные жетончики и делать всех монстров космическими. То есть он будет подкладывать их под культистов и будет подкладывать их под различных монстров. И эти монстры будут становиться сильнее, у них будет плюс 1 жизнь, и они будут бросать плюс 1 зеленый кубик против вас. Это прям больно. Плюс, если эти жетоны заканчиваются, он тоже может быстрее пробудиться. Поэтому вам нужно будет убивать монстров. И вот в этой части кроется классная штука игры «Ктулху. Смерть может умереть». Она кроется в том, что у вас все древние меняют сценарий, в который вы играете. То есть за счет того, что вы с этим сценарием можете сыграть этим Великим Древним, можете сыграть Цатогу, можете сыграть Великими Древними из базы или из допчиков, и они все по-другому будут вам немного давать сценарий, и по-другому у вас будет сложность и вызов будет бросаться вам сценарием немного по-другому. Также, соответственно, с любым Великим Древним можете сыграть любой сценарий, и от этого у вас будет происходить много разных вещей. По факту комбинаций получается очень много, но в целом и поиграть один сценарий 2 Великими Древними может быть очень интересно. Мы, например, это сделали за вечер, получили огромное удовольствие. Цатогу у нас просто растоптал, а вот за то-то мы победили. В этой игре мне очень нравится то, что обычно победа висит всегда на волоске и происходит на последних бросках кубов. У нас когда-то был стрим по этой игре, и там очень весело получилось. На последних кубах реально мы победили Ктулху. Когда вскрывается эта карточка, в ней написано что-то, что будет происходить. Здесь написано, соответственно, там, выставить куда-то культистов на призывах, поставьте, соответственно, какие-то жетоны, выставить каких-то монстров и так далее. И время от времени на эти карты будут появляться такие символы. Все эти карты постепенно уходят в сброс, и если у вас в сбросе окажется 3 таких символа, то Великий Древний съезжает вот сюда, двигается дальше, и запускается его способность, на которой написано, что происходит, если Великий Древний подвинулся. Также эта способность бывает и на сценариях. И поэтому, когда у вас 3 карточки вышло, вы запускаете какой-то ужас, который связан с Великим Древним, и какой-то ужас, связанный со сценарием. Потом эти карточки замешиваются обратно, и вот здесь наступает следующая фаза. В эту фазу, если в вашей зоне нет врагов, вы занимаетесь расследованием. Если в вашей зоне есть враги, они вас атакуют. То есть, например, если бы вот этот товарищ, доктор Питерс, стоял здесь, и наступила бы эта фаза для него, то оба монстра его протаковали. А если бы, например, это был Леон, то он в свой ход потянул бы такую карточку. Эти карточки выглядят вот таким образом. Выглядят они так непросто, потому что они посерединке имеют какое-то условие, а слева и справа имеют 1 или 2 варианта развития событий. Условие обычно вам говорит, например, вот здесь вот вы нашли призрака второго мужа этой самой ведьмы. И вы можете получить себе 2 стресса для того, чтобы забрать его себе союзником, и тогда призрак будет вот так вот с вами ходить. С другой стороны, если вы не хотите тратить 2 стресса или у вас их просто нету, призрак вас выбесил и проклял вас, и вы получите себе проклятие. И будете ходить вот так вот. И на них также завязаны некоторые эффекты отсюда. В частности, как бы быть проклятым не очень хорошо, поэтому если вы получаете проклятие, то имейте в виду, что к вам когда-то рано или поздно прилетит. Поэтому, если есть возможность потратить 2 стресса, лучше делать так. И здесь в этих картах будут предметы и будут компаньоны. В частности, в этом сценарии написано, что они будут являться доказательствами. В частности, второй муж даст показания против ведьмы, которая его в могилу свела, скажем так. И это поможет склонить жюри в вашу пользу. Эти карты у вас может быть достаточно большое количество, некоторые из них будут давать вам перебросы, некоторые из них даже будут давать вам такие вот жетончики. И это специальные способности, которые подкладывать к себе, это ваши обилочки, но они, к сожалению, не качаются выше 1-го уровня. И в итоге, в какой-то момент игры, вот эта вот фишечка дойдет до красной зоны. Тогда вы замените ее на такой жетончик, а вот этот вот товарищ придет на игровое поле, куда-то к вам. Эта карточка у него уйдет вот так наверх. Все ее эффекты сохранятся, а он получит себе атаки и новые эффекты. Также получит себе 12 жизней.
как только вы добьете его, ему эти 12 жизней, эта карточка уйдет, ляжет рядом, и у него станет еще 12 жизней, но атаки его увеличатся еще, и он получит еще больше дополнительных способностей. И в итоге так нужно будет сделать 3 раза. У него будет огромное количество кубов в конце, большое количество способностей, которые будут вас убивать и делать вам только плохо. Хорошего они вам не будут делать ничего абсолютно. И если вам удастся снять с него в данном случае 36 жизней, вы победили в игре. И вот здесь я бы сказал так, что для меня есть небольшой минус игры, как человека, который очень любит нарративную составляющую. Здесь вас никаким образом не хвалят и никаким образом вам не рассказывают, что случилось после того, как вы победили. Вы просто победили и все. С другой стороны, игра сама по себе дарит очень много так называемого игрового нарратива. То есть у вас будет в игре очень много ситуаций, когда кубики решают, что происходит, когда от этого у вас прямо создается какое-то такое кинематографическое впечатление того, что вы участвуете в чем-то крутом и невообразимом, и непознанном, и циклопическом в ходе игры. Опять же, этому очень способствуют такие карточки. Это карты ваших безумий. В начале игры каждый игрок получает себе одну такую, и каждый раз, когда он будет доходить до сюда, его безумие будет каким-то образом срабатывать. Эти безумия отличаются тем, что некоторые из них будут работать безусловно. В частности, вот если у вас случилось безумие, что-то произошло. А другие будут работать, зависит от того, например, находитесь в какой-то ситуации или не находитесь. То есть, например, если у вас мегаломания, то вам желательно в тот момент, когда у вас случится безумие, находиться с кем-то вместе, и тогда вы не будете получать лишнего стресса. А если, например, у вас кровожадность, жажда крови, то вам нужно постараться до того, как к вам пришло безумие, наколбасить врагов, положить сюда специальных жетончиков, чтобы потом за счет них как раз себе получить плюс к стрессу, а не минус к стрессу. Карточки все эти очень здорово сделаны. Например, смотрите на вот эту вот, мне вот она прям очень понравилась. Оцените, насколько клево сделана карточка. Там это карточка галлюцинации. И по-настоящему мужчина там со своей женой, это видно в зеркале, но ему кажется, что там на нем сидит огромный противный монстр. Эти карточки тоже добавляют вам интересных всяких элементов в игре. И они также есть и в базовой коробке, и в других коробках, и их разнообразие просто впечатляет. Очень понравилось то, что в этой версии игры развили фишку, которая появилась во 2-м сезоне, где вам каждую комнатку называют тоже каким-то образом, и здесь с ней еще больше взаимодействия. В частности, вот здесь вот у вас паб, и с ним будет много взаимодействия в различных картах мифов и в некоторых вот этих картах. Например, вы можете найти фляжку, которая будет вам давать позитивные эффекты, но она, соответственно, заканчивается. Изначально она лежит здесь у вас как полная фляжка, если вы ее воспользуетесь, она кладет сюда как пустая фляжка, но если вы оказались в пабе, вы там ее можете себе наполнить, и она опять станет у вас полной фляжкой. Или, например, жюри, сидящие на городской площади, время от времени будут убегать в паб, потому что им просто надоело там ждать, пока вы придете и доделаете свои дела. Ну, то есть много различных игро-нарративных элементов в игру добавили. А так это остается все тот же самый старый добрый Ктулху «Смерть может умереть», за некоторыми исключениями и плюшками, про которые я вам как раз сейчас расскажу. Во-первых, в игре написали лучше правила, чем они были. Гораздо лучше, и уточнили спорные моменты, и они сделали правила более подробными, и к каждому сценарию добавили немножко дополнительного описательного текста, о чем я уже говорил. Но это еще не все. Авторам игры показалось, что для многих Ктулху «Смерть может умереть» может быть простой игрой. И они сделали вот такой специальный планшетик, который, во-первых, служит для вас памяткой, которой очень не хватало по концу хода, то есть по тому, как работают великие древние и так далее. А во-вторых, это штука, которая позволяет вам модифицировать режимы игры и сложность ее. Положить ее можно такой стороной, и тогда у вас появится один слот под монстров, или такой стороной, и тогда у вас появится 2 слота под монстров. А монстры это необычные, это специальные карточки неизвестных монстров, неизведанных. И здесь сразу будет пачка и на эту коробочку, и на предыдущей коробочке. И это значит, что вы можете из этой коробочки или из предыдущей коробочки брать дополнительно монстров себе в игру, и тем самым сделать себе игру гораздо более сложной. Вот, видите, например, прямо из первой базы. То есть вы, например, взяли себе одного монстрика, взяли себе второго монстрика, там, Бьяки и огненного вампира, да? И у вас они будут также участвовать в игре. Для того, чтобы их каким-то образом активировать и выводить на игровое поле, к вам в колоду добавятся карты мифов, которые работают именно с этими монстрами. Одни из них будут работать по этому символу, другие по этому символу. И когда, соответственно, вам говорят, типа, активируйте монстра такого-то или введите такого-то монстра на такой-то портал, то пожалуйста. Второй момент — это, соответственно, вот этого монстра. Но чтобы сохранить баланс выхода вот этих красных символов в вашу игру, карты все те будут содержать вот такой вот символ. Они будут вам говорить обычно: с таким-то монстром произошло что-то, и потяните еще одну карту. То есть ваша игра реально станет сложнее. Можете, конечно, играть с одним монстром на другой стороне этого поля. Чтобы как-то компенсировать, что вас будут мочить дополнительные монстры, появляется колода артефактов, реликвий. И это разные полезные предметы, которые ваши искатели приключений будут получать в ходе игры. При этом забавная штука в том, что ваши артефакты зависит также от вашего безумия, то насколько безумно вы сможете им пользоваться. И если вы дошли до 3-й точки безумия, то карточки переворачиваются и становятся намного мощнее.
А там и различные эффекты от простых перебросов раз в ход до переброса раз на бросок и до возможности досмотреть верхнюю карту колоды мифов и сбрасывать ее вниз, вытягивая другую. То есть там достаточно много всего разнообразного и интересного. В итоге Ктулху дает вам еще больше вызова. Сама по себе игра стала еще более насыщенной, а сценарии, на мой взгляд, показались немножко интереснее, чем были в базовой игре, в первой, в смысле, базовой игре. А так, это осталось все то же самое Ктулху, механики абсолютно не изменились, но у вас добавились новые персонажи с новыми способностями, новые монстры, новые великие древние и новые сценарии, ну, про них я уже сказал 20 раз за этот обзор. Так что, если вы любите Ктулху «Смерть может умереть», наверное, для вас эта штука будет обязательной. А вот если вы никогда не пробовали, то это неплохой способ попробовать. Я редко из года в год возвращаюсь к одной и той же игре, но это вот одна из немногих игр, которые как раз у нас на столе оказываются достаточно регулярно. С другой стороны, если вы хотите себе что-то сложное и комплексное с многочисленным продумыванием простройки персонажей, прокачки его планшета в ту или иную степь и заточки его в определенные сферы, то эта игра не про это абсолютно. Это игра про походить по подземельям, побить культистов, побросать кубики и, если вам повезет, завалить великого древнего. Ну и это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!